Свою прогулку по Кронштадту я начну с Советского моста. С него открывается вид на Никольский морской собор и Якорную площадь. Это вид с моста на обводный канал. Иду к Якорной площади и собору. Никольский морской собор заложен по указу императора Николая II в 1903 году в честь 200-летия Российского флота. Возведение храма было решено вести на Якорной площади, на которой ранее лежали старые якоря. Это свободное пространство позволяло устроить также парк вокруг собора и площадь для крестных ходов. Собор был задуман как храм-памятник всем когда-либо погибшим морякам. Сегодня это памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время событий революции 1917 года на площади были убиты несколько десятков офицеров. На месте братской могилы в 1974 году был открыт памятник жертвам революции, а в 1980 от вечного огня Марсового поля был зажжен огонь революции. На противоположной стороне от площади находится памятник «Слава подвигу Кронштадта в Великой Отечественной войне» и Адмиралтейство, построенное во времена Екатерины II. Слева от ворот расположены 3 мемориальные доски с именами военных руководителей Кронштадта. Совсем недавно территория Докового Адмиралтейства была закрытым объектом, но недавно здесь открылся историко-культурный комплекс «Морской славы России». На Якорной площади сохранилась уникальная чугунная мостовая протяженностью около 200 метров. Это где-то 15 тысяч чугунных шашек. Памятник адмиралу Макарову создан из бронзы в 1913 году скульптором Шервудом. Памятник стоит на краю огромной 160-тонной гранитной скалы. За ним виден Макаровский мост. При строительстве морского собора возник вопрос, как Николаю II добираться до места с Петровской пристани. Для сокращения пути решили построить пешеходный мост через овраг Петровского дока. Строительство началось в 1912 году. Пролетное строение моста было собрано рабочими Кронштадтского пароходного завода всего за 3 месяца. По лестнице за собором спускаемся к доковому бассейну. Он как бы отделяет Якорную площадь с морским собором от летнего сада. В начале XVIII века возникла задача качественного техобслуживания кораблей. Требовался современный сухой док, в который можно было завести судно или несколько, быстро откачать воду, провести ремонтные работы, а затем снова поставить корабль на воду. Протяженность уникального сухого дока составила 2 с лишним километра. Непосредственно ремонтный канал имеет длину около 400 метров, ширину примерно 30 метров и глубину, превышающую 12 метров. Двухэтажное здание башни городского водопровода построено в 1837-39 годах по проекту военных инженеров Лебедева и Татаринова для установки в нем водопроводной паровой машины, части системы водоснабжения города. С 1991 года в башне расположен Музей истории Кронштадта с экспозицией «Подводная археология».
Рядом расположилась выставка-конкурс «Экологически чистое искусство и дизайн». В советское время все насосы были вынесены из здания в лютеранскую церковь. Перед строением был разбит сквер. В самой башне было размещено управление снабжения. А это фонтан Кронштадтский водовоз с другой стороны здания. Автор солнечных часов Виктор Кохи. Шток якоря, поперечный стержень, отбрасывает тень на циферблат, указывая местное солнечное время. На 24 зубцах гранитной короны, обрамляющей основной циферблат, находятся малые солнечные часы. По ним можно определить астрономическое время во всех часовых поясах мира. Потом мы решили пообедать в местной кафешке. На вид неплохо, но на вкус ничего особенного. После обеда мы двинулись в сторону Петровского парка. Этот старинный парк выходит на берег Финского залива. Здесь расположена Петровская пристань. Как раз вышло солнце, и Финский залив выглядит просто потрясающе. С берега открывается величественный вид на современные военные корабли Балтийского флота. Зимняя пристань создана во времена Петра I и более 100 лет была деревянной. В 1882 году настилы из дерева были заменены на каменные, но красивые чугунные вазы у самой кромки морской воды были сохранены. Вдалеке уже показался маяк. Вход на территорию около маяка платный. Мы решили полюбоваться им издалека. Рядом находится жанровая скульптура «Утка с утятами». Мимо итальянского пруда идем к парку «Остров фортов». Арт-объект «Компас» выполнен по мотивам морского компаса. Скульптура «Серый тюлень». Это редкий обитатель акватории, прилегающий к острову Котлин. Рядом с тюленем расположилась не менее очаровательная чайка. Скульптуры выполнены вручную методом выколотки из двух металлов – нержавеющая сталь и латунь.
Центральная смысловая ось парка – аллея героев российского флота. На протяжении 150 метров аллеи показаны основные темы из 300-летней истории российского флота. Идем к форту Петр I. На сегодняшний день он закрыт на реставрацию. Это все, что нам удалось рассмотреть. Заканчиваю свое знакомство с Кронштадтом и Ингерманландом, парусным линейным кораблем Балтийского флота Российской империи, построенным по проекту Петра I.